С вами канал «Популярная микробиология» и лектор Савченко Татьяна Алексеевна. Тема санитарно-показательные бактерии. Мы с вами живем в окружающей среде. Нас окружает вода, воздух и почва. Все эти объекты могут быть заражены микробами. Как же непосредственно обнаружить возбудителей инфекционных болезней в объектах окружающей среды? Это имеет целый ряд трудностей. Патогенные микробы находятся в окружающей среде непостоянно. Их легко обнаружить в период эпидемии, как в настоящее время при COVID-19, но очень трудно в межэпидемический период. Распространение патогенных микробов в загрязненных объектах неравномерно. В местах большого скопления людей их больше и наоборот. Факт загрязнения объектов выделениями человека часто устанавливается косвенным путем. Для многих видов микробов полость рта или кишечник – это единственная природная среда обитания. Если в исследуемом материале, а это мокрота пациента, мы находим представителей микрофлоры верхних дыхательных путей, то мы думаем о том, что произошло заражение воздушно-капельным путем. И это, возможно, возбудитель туберкулеза. Если мы проверяем воду и обнаруживаем там нормальных обитателей кишечника, кишечную палочку, мы делаем заключение о том, что произошло фекальное загрязнение. И там, в воде, возможно, присутствуют брюшно-тифозная и дизентерийные палочки. А теперь по сути изучаемого вопроса. Санитарно-показательные бактерии – это микробы, которые служат показателями потенциального санитарного неблагополучия. К этим микробам предъявляют определенные требования. Во-первых, микробы, являющиеся санитарно-показательными, должны постоянно содержаться в выделениях человека и выделяться в больших количествах. Во-вторых, у этих микробов не должно быть других природных резервуаров. В-третьих, срок выживания условно-патогенных микробов в окружающей среде должен быть равен сроку выживания патогенных микробов, которые выводятся из организма теми же путями. В-четвертых, санитарно-показательные микробы не должны размножаться в окружающей среде. И в-пятых, они должны быть типичными. На примере кишечной палочки разберем, почему именно этот микроб – индикатор фекального загрязнения. Кишечная палочка постоянно обитает в нашем кишечнике. Она выделяется в окружающую среду с фекалиями, а срок ее выживания во внешней среде такой же, как срок выживания возбудителя брюшного тифа или дизентерии. И, наконец, кишечная палочка не размножается, имеется в виду кишечная палочка теплокровных, ни в воде, ни в почве, и выделяется во внешнюю среду в массивном количестве. Итак, мы с вами назвали показатели фекального загрязнения. Это кишечная палочка. По латыни она называется Escherichia coli.
Это также энтерококки. Они характеризуют свежее фекальное загрязнение. И это возбудитель газовой гангрены, который носит название Clostridium perfringens. Этот возбудитель характеризует старое фекальное загрязнение. Если загрязнение произошло через воздух, то здесь показатели иные. Это стрептококки двух разновидностей: зеленящие стрептококки и гемолитические стрептококки. В том случае, если загрязнение произошло через воздух. И это стафилококки. Для водопроводной воды выясняют два показателя: коли-титр и коли-индекс. И они должны быть в пределах нормы. Благодарим за внимание. С вами был канал «Популярная микробиология». До следующих встреч!